Нахер отсюда тогда. Все, выключаемся. Сделай шаг назад, если ты хоть один раз хотел со мной расстаться. В смысле, ты хотел со мной расстаться? Было, даже прикипело у меня. Сделай шаг назад, если ты хоть раз смотрел на попу других девушек. Ты что, никогда? Ладно. Сделай шаг назад, если тебе когда-либо было стыдно за меня. Что, блин, когда? Ну, бывали ситуации. Когда? Ну, не критичные ситуации, просто... Блин, мне кажется, я себя Ты могла что-то сказать, веду. ты могла что-то сказать, это было вообще неуместно, и вот в этот момент не было... Потому что я говорю всегда правду, вот все. Всегда правду, девочки, говори всегда правду и все. Сделай шаг назад, если ты когда-либо хотела от меня отдохнуть. Ну все, иди нахер отсюда тогда. Давай, пожалуйста. Иди. А ты не хотела от меня отдохнуть никогда? Иди давай отсюда тогда, все, иди отдыхай. Все, иди. Нет, иди. Да, Всё, всё, я не хочу больше снимать. Все, выключаемся. Сделай шаг назад, если тебе кто-то не нравится из моих подруг. Я пошел туда вообще. Ты сказал сразу уходи. Не будем снимать. Ну, по факту, как бы двойные стандарты. Если он начнет то же самое спрашивать, вряд ли она такая вся, никогда не хотела от него отдохнуть, никогда он ее там условно не бесил. Да, конечно, это все бред. Все мы знаем, что такого быть не может. И, естественно, каждый может, один другого человека может выбесить. Особенно, когда ты долго уже с этим человеком в отношениях. Ну, мы все люди. Мы так устроены, что может что-то нас подвыбесить, где-то раздражать человек. Ну, не до такой степени, допустим, что ты хочешь с ним разбежаться. Ну, а так, да, и вот то, что он говорит, хотел разбежаться, да я, глядя на нее, я бы даже и не захотел с ней быть. И вот так вот, как она, по крайней мере, себя ведет. Ну, он, да. Ему, видимо, норм. Привет, дорогой. Привет, дорогая. Смотри, я с пацанами. Привет. Мы тусим. О, круто. Слушай, супер быстрый вопрос. Ага. Я сейчас в торговом центре, тут скидка на часы всего 120 тысяч. Мне не надо, знаю, у меня же есть уже одни. Мне вторые не нужны. Нет, ты не понял, я себе. Алло? Дима? Ты тут? Что-то картинка зависла. Блин. Спасибо тебе. Да, это, конечно же, скорее всего, прикол, но такой прикольный прикол, скажем так. Действительно, да, друзья поддержали, чтобы 120 тысяч не ушли в топку, типа нафиг надо. Ну, по факту, да, конечно, ей ничего не мешает перезвонить через 5 минут и задать этот же вопрос. Да и все. А так, да, такое себе. Что и делаю, говорю с тобой. В смысле, отойди от меня. Не дыши на меня, пожалуйста. Не дыши на Не тебя. дыши на меня, пожалуйста. Ты, блядь, со мной не говоришь. Ты что, блядь, дичь, кусать, блядь? Это ты мне сказал? Это ты мне сказал? Вероничка. Это ты мне сказал? Я тебе еще раз говорю. Это ты мне сказал? Я тебе говорю, ты чё, блядь? Это ты мне сказал? Ну не надо. Это ты мне сказал. Это провокация. Это ты мне сказал. Я тебе говорю. Я тебе 20-й, сука, раз говорю, съеб... Блядь, больной, да? Именно Съебись ты отсюда, дорогой мой. съебись, вот так вот берешь, съебываешься. Вероничка, иди сюда. Ты сейчас попадешь по машине, я тебе тогда. Я тебя нахуй. Если ты попадешь по машине. Я на, блядь. А вы его братья на сёстры, блядь, что ли? Терпение у него, кстати, да, хорошее у него терпение, потому что мало кто, я думаю, да, вытерпел бы вот такую, ну, понятно, ты же должен тоже адекватно оценивать всегда обстановку, конечно, сдерживать себя надо уметь, потому что если не думать о дальнейших последствиях, то можно и присесть, да, там, на сколько-то лет, потому что тут у нас такое еще частенько правосудие, блин, что ты будешь прав, где-нибудь ее огреешь по голове, а потом еще и тебя посадят. А особенно, как мы сейчас знаем, если у тебя какие-нибудь там связи, не связи, деньги, ну, много нюансов, да и вообще и в общем. А тут и пьяная, как бы, исполняет, да, с какой-то собачкой, блин. Вы не думали, что нам специально продают идею сейчас очень социально одобряемо засирать мужчин?
что нам специально продают идею. Сначала, значит, мы засирали родителей, да, психотерапия привела, вот эта популяризация психотерапии привела к тому, что родители говно. Сейчас, ладно, мы уже поняли, родители говно, как бы, до психотерапевтировались, да, что все, родители не говно. Сейчас мы пришли, что мужики говно, да, социально одобряемо засирать мужчин. Вы не задумывались, зачем это нужно? Зачем нужно вот всех вот по разным углам расщеплять? Родители туда, значит, эти туда, а потом плакаться, что у нас очень тяжелое материнство, потому что оно одинокое. Есть те, кто плачется. Тяжело вообще, когда никого нет рядом. Да, мы же все сепарировались, все уехали, а сейчас мужчины говно. Нельзя с ними дружить, нельзя их любить, нельзя с ними как-то быть в контакте нормально, доверять им нельзя. Да? Ну, просто вот мысленно подумать. Ну вот, хоть призналась, что все равно плачется, да, одна и так далее. А так, да, ну социально действительно одобряемо. Это же уже пошло с того момента, когда вот эти вот появились всякие кривые психологини, просто психологи, да, там какие-то, может, мужчины, все вот эти вот коучи, которые просто поняли, что можно на этих всяких женщинах-девушках стричь нехилые деньги. Ну и начали им втюхивать всякую фигню, продавать эту идею. Они на эту идею хорошо купились и до сих пор покупаются. Ну и пусть плюс после таких вот всяких психологини курсов они открывают свои инстаграмы, тиктоки, там всякие соцсети и начинают уже пропагандировать то, что им втюхали в голову. Ну и то есть это идет в массы. Ну и дошло до того, что потом уже мужчины, да, это массово начали замечать, начали прозревать, начали их опрокидывать. И теперь уже немножко обратная сторона, ну, может, не такая массовая, но они иногда и на камеру теперь уже и плачутся. То есть они уже видят обратную сторону своих дел. Я очень мало кому нравлюсь, и очень мало кто хочет со мной общаться, и вот причины. Я практически никогда не соглашаюсь с мнением людей, если это мнение касается моей сферы деятельности, только потому, что они меня давно знают или старше меня. Я прекращаю общение с человеком, если его разговоры не заходят дальше жалоб, сплетен и обсуждение чужой жизни. Мне очень нравятся люди, которые что-то создают или у которых есть какая-то большая идея, цель, но таких, к сожалению, мало. Мне очень нравятся люди, у которых горят глаза, даже если прямо сейчас у них ничего не получается. На мой взгляд, главная целеустремленность. Для кого-то после этого видео я стала очень злой и эгоистичной, но я не перестала любить людей, я просто стала очень внимательно выбирать, кого впускать в свою жизнь. Блин, по факту вообще всем пофигу. Как ты считаешь, чего ты считаешь, каждый имеет на это право. Кого впускать, кого выпускать из своей жизни, как мыслить. Ну вот у нее такое понятие о жизни, вот она вот так вот. Для нее там такие люди интересны, такие неинтересны. Ну мы ж каждый из вас, из нас, да, там мы все такие же ребята. Мы тоже так же кого-то впускаем, кого-то не впускаем в свою жизнь, кто-то нам нравится, кто-то нам не нравится. Всем нравится, как говорят, только деньги. А мы не деньги, чтобы всем нравиться. И поэтому, в принципе, ну, вроде бы все логично. Так, значит, показатели достойного мужчины, по моему мнению, 4 фактора. Мой личный взгляд, вы можете с ним не согласиться. Но, если интересно, послушайте. Значит, первое. Мужчина никогда не спорит, не ругается, не оскорбляет, уж тем более не лезет в драку при любых обстоятельствах с женщинами любых возрастов. Вот неприемлемо это для меня. Мне больше нравится, когда мужчина внимательный, обходительный, он помогает женщинам там коляску поднять, открывает им двери, там подает руку. Я считаю, что это достойное поведение мужчины. Второе. Мужчина не готовит. Вот не нравится мне, когда мужчины готовят на кухне. Вот какие-то там блины жарят, там что-то там, борщи. Максимум это он может включить чайник и разогреть в микроволновке готовую еду. Все. Ну, да, шашлычок, плов на мангале. Очень нравится мне, как готовят мужчины. Это можно. Вот это можно. Третье. Мужчина не находится дома в будни, как минимум до 6 часов вечера. Лучше до 7, там 8-9 он работает. Ну что ему дома делать? Пусть работает. Желательно еще и в субботу. Человек занят. Все. Нечего ему дома делать. Воскресенье – день, когда он может отдохнуть, даже так, как он считает нужным. Пусть поехать куда-то самому, либо с семьей провести это время.
на его усмотрение в зависимости от того, насколько он устал от общества, и, может быть, он действительно хочет побыть один. Я очень спокойно к этому отношусь. Ну, либо там друзья, тоже очень хорошо, когда у мужчины есть друзья. И четвертое, мужчина не должен быть зожником. Вот по моему мнению, не люблю мужчин зожников, вот этих, куда-то они бегут, что-то там они водичку по расписанию пьют, что-то там они вот это вот измеряют, кушают кашку. Ну, нет. Ну, по моему мнению, это не очень интересно. Это не интересно, вообще не интересно. Это скучно и ужасно. Пусть зожницей буду я. А он пусть будет нормальным, достойным мужиком. Вообще считаю, что мужчина должен быть сильным от природы и добрым. А там уже со всем остальным разберемся как-нибудь. Подожди, как будто бы противоречит сама себе. Сначала выкатила 4 пункта, а теперь говорит, да в целом, главное, чтобы он был от природы сильным и добрым, а дальше уже разберемся. А то накидала в панамку как бы какой-то фигни. Ну, опять же, она выразила свое мнение. Каждый из нас имеет право на свое мнение. И, как она и сказала, по моему мнению. То есть это, ну да, это ее сугубо мнение. Кто-то может с ним согласиться, а кто-то нет, это нормально. История. И а так, ну, какие-то пункты-то такие себе. То не будь зожником, что он за здоровьем не должен следить. Ну, она не говорит, конечно, там, что он курить, бухать должен. Но, типа, то не должен готовить, я буду полностью готовить. Ну, блин, ну да, если, конечно, при условии, что ты живешь с такой подобной, и она тебе полностью всегда готовит, что ты даже и не касаешься этого, а ты действительно там только ходишь, зарабатываешь деньги и не отвлекаешься на такую тему, никогда там ни еду, ни доставку не делаешь, ничего. То есть она полностью это делает, успевает, да? Без проблем. Я готов на это не тратить время. Понятно, что не каждый из нас прям обожает стоять у плиты. Кто-то вообще заказывает каждый день еду. И не париться, и это даже и когда семейно живут, я знаю, бывает такая фигня. Ну и да, и все остальное, да. Ну, короче, одним словом, она имеет право на свое мнение, да и все. Ну да, сняли прикол, типа она худеет, видимо, там, или просто такое питание у нее травяное там, да, а он кушает как хочет, там, вкуснятину какую-то, и она, естественно, слюни на это пускает и не хочет траву кушать, и тут, опа, якобы, пока он пропустил вспышку, что-то у него съела. Да, знаю, существуют такие семьи. Я знаю, что есть даже жены пилят там мужей, говорят, блин, поддерживай меня тоже вместе со мной, там, сиди на диете, мне ж тяжело, ты ж мой муж, поддержи меня. Я слышал такую фигню. Либо, допустим, если ты там кушаешь все подряд, понятно, заставлять никто не имеет права, это дело добровольно. Хочешь поддерживай, хочешь нет. Но еще я слышал, просят, допустим, ешь там все вот это вот, какое-то там якобы неполезное, фиг пойми что, не при мне якобы, кушай это, пока меня нет дома или что-то типа того. Короче, свои вот эти вот нюансы. Почему, если один захотел там как-то вот так вот резко еду поменять, а другой, понятно, что он не обязан. Ну, блин, ну, короче, там кто как договорится в целом. Me down for all to see. Что ни день, то новая история. Только я успела выдохнуть и подумала, что у нас какое-то перемирие, как сегодня швейцарец меня снова взбодрил. Пошли мы на обед. Он решил себе заказать острый перчик. Я такой перец ем каждый день. Мне нормально, я люблю острое. Он же попробовал, вкус ему не понравился. И что сделал этот 40-летний человек? Он выплевывает мне этот перец прямо в тарелку. Я в шоке его спрашиваю, ты что делаешь? Я из этой тарелки ем. Он сидит и смеется, ему весело. Когда я предложила плевать ему в тарелку косточки от арбуза, ему это не понравилось. Он обиделся, демонстративно встал и ушел. Короче, мы поругались. Я на эти детские провокации внимания не обращаю. Понимаю, что это просто детский сад во взрослом мире. Спокойно ушла загорать.
О наших притирках еще были интересные моменты. Утром я его отправляю занимать шезлонг на пляже. Говорю, иди, я хочу лежать у самого моря, займи мне место. Сначала это было встречено в штыки. Человек не понимал, как это так, идти с пакетом и бронировать лежак. Ну, я ему сказала, слушай, ты все равно встаешь раньше меня, сходи на море с пользой. Повозмущался, но сейчас ходит как миленький, все делает. Самое интересное случилось, когда мне понадобилось в аптеку. Нужно было докупить таблетки от герпеса, для пищеварения, желчегонное и специальный крем от атопического дерматита. Приезжаем мы в аптеку, я набираю все по списку. Итоговый чек в районе 8000 лир, 150-160 евро. Я поворачиваюсь к нему и говорю, ну, теперь твоя очередь, плати. Он молча оплачивает. Я, естественно, его искренне поблагодарила, говорю, спасибо большое, купил мне лекарство. Но стоило нам выйти на улицу, как за спиной я слышу его возмущенный крик. Что, 150 евро за фарму? Я поворачиваюсь и говорю, ну да, я же тебя предупреждала, что мне нужен этот список. На что он мне выдает гениальное. Это такие огромные деньги. Тебе просто нужно есть по одному яблоку в день. Есть же, говорит английская пословица, an apple a day keeps the doctor away. Одно яблоко в день, и ты забудешь про доктора. Ну да, я про себя подумала, действительно, как это я сама не додумалась, атопический дерматит яблоками лечить. Тему с фармой его не отпускала всю дорогу. Едем мы в машине, он молчит и вдруг выдает, я понял, почему у тебя все болит. Я говорю, и почему же? Потому что ты не пьешь воду, у тебя герпес, потому что ты пьешь слишком мало воды. Я спорить не стала, ответила просто понятно. Ну и что вы думаете? Теперь, куда бы мы ни пошли, этот человек таскает с собой литровую бутылку воды, ходит за мной коршуном и постоянно твердит, пей, тебе надо пить еще больше воды. Я не спорю, от одного глотка с меня не убудет, но уровень заботы в кавычках зашкаливает. Планирую на днях его тонко потроллить и спросить, исцелилась ли я уже от всех своих хронических недугов благодаря его литрушке, или мне надо еще пару дней попить. Вот такая вот швейцарская медицина. Может, кому-то тоже пригодится рецепт на воду и на яблоки. Да, она так просто доиграется, как мне кажется, прогибает под себя этого мужчину и так далее, что он просто пошлет ее нафиг, и все. И она, ну, опять же, мы не знаем, может, у нее там свой какой-то отдельный заработок есть, и она там не пропадет, из гола задницы не останется. Но, ну, понятно, что это ненормально плевать в тарелку чужому, ну, не чужому вообще, даже если вы муж с женой уже там целуетесь вовсю, да, там, это в любом случае мне было бы, да, тоже неприятно, если бы мы сидели ели, и мне берет моя там типа половина, берет, плюет мне, что-то выплевывает резко мне в тарелку. Ну, я думаю, мало кому из вас тут смотрящих это понравится. Потом тут вроде бы логично, вроде бы согласиться можно. Ну, фармацевтика понятно, да, другая страна, на 150 евро, нифига себе они набрали, на 8-9 по данному курсу сейчас набрали. Но тоже имеет место быть, сейчас тоже в аптеку пойдешь, там ценники офигеть, если какие-то более-менее аппараты. Ну, короче, ну а так какая-то, как будто бы особо такая, как-то не знаю, так общается, так со своим мужем, что как будто бы и он и нафиг не нужен, и ну такое себе, в общем. Guidance I forgot. It's somewhere lost to the cages of cages. Ну вот какой молодец, да, офигеть, за 3 года какая трансформация, это что же, какая сила воли. Никак, по большей части я слышу истории после такого вот разрыва долгого, а если ему было 53, то значит, ну долго жили, да, школьному другу ушла. И некоторые начинают спиваться, скуриваться там, ну, то есть, или прям вот в запой жесткий уходят, и от этого могут и ласты склеить, и здоровье очень жестко подрывает. А тут человек не... Ну, опять же, история умалчивает, делал он это или нет. Бывает, что некоторые короткое время это поделают, потом очухиваются и идут реально приводить себя в порядок и становятся офигеть какой лучшей версией себя. В данном случае, да, трансформация видно, когда был женат, какой-то такой весь, да, потрепанный, с пузиком. Да, я понимаю, что зависит от человека,
Например, когда я был женат, да, в свое время, я и в браке, типа, я ходил заниматься, все равно, я выходил на стадион, бегал, турники, брусья. То есть я не запускал себя, не позволял. То есть, как бы не так, что, как говорят, ой, жена закормила. Так это от тебя зависит. Ну, контролируй свой рацион, если ты хочешь держать форму. Просто как-то, не знаю, расслабляют некоторых жены. Это я уже заметил. А тут, да, и вот он тоже был расслабленный, а тут после жены вообще лучшая версия себя стал. Ну, поэтому, да, в любом случае, конечно же, красавчик. Мужчина в разводе – это вообще золотой билетик. Это лучше тех мужчин, которые вообще не были в этой истории. Пороха не нюхали, да? Такие мужчины прошли школу выживания. Они знают, что такое строить долгие отношения, а не бегать от одной к другой. Они знают, что такое быт. Они знают, что такое ссоры, притирка. Для них брак – это не только про секс 5 раз в неделю и про рестораны по вечерам. Это и про то, как садиться и решать конфликты, проблемы, никуда не уходя друг от друга. Они знают, что такое надежность. Я не говорю, что все разведенные – это идеальный вариант, но их опыт делает их более зрелыми, а их зрелость делает их более достойными, что ли, более ценными, скажем так. Ну да, логика в этом, конечно, есть, да, когда у тебя уже был брак за спиной, там, да, была жена, понятно, что ты более опытный, ты просто уже наперед представляешь, что тебя ожидает, да, вот эта вот бытовуха, притирка, вся вот эта вот семейная движуха, ты уже это понимаешь. Конечно же, когда ты первый раз в это влазишь, особенно когда ты такой молодой горячий, как говорят, и ты просто там на розовых очках влетаешь с двух ног, все, моя любимка, иди сюда. Ну, чаще всего так бывает, как я наблюдал со стороны. И да, а потом проходишь эту школу, но там не то, что выживание, конечно, она прям пуха накидывает, нифига себе. Но то, что да, опыт приобретаешь, да, но также и женщина приобретает, девушка-женщина, когда если у нее был брак, там, допустим, без детей там закончился, то да, она что же опыт свой приобретает. Каждый получается на опыте. И потом уже думают, надо ли им это второй раз в такое влазить. Там, или, а кто-то еще есть настолько отчаянный, что и 4-й, и 5-й раз залетает в такое, именно прям такая жесткая женитьба. Я хочу быть одна, свободная, как птица. Просто гулять, где я хочу, а не где мне разрешают. Я хочу парня себе. Я хочу встречаться. Вот это, конечно, смешно получилось, да. Когда у тебя на счету 1 160 000, она такая, все, я не перед кем, да, как она там говорит, отчитываться хочу, где гуляю, а потом сразу 200 рублей на счету осталось, все, я хочу себе парня, хочу отношения, да-да. Ну, просто потому, что надо ж кого-то юзать и снова, чтобы тебя на счет закидывали. И вот тебе 2 реальности называется вот таких вот подобных. 12 часов ночи, и на самом деле насрать то, что Reels не залетает в такое время, если выкладывать, я его все равно выложу. Просто хочу сказать то, что вот эта вот вся тема, когда девочки, поднимаетесь, мужчин, неважно, сколько он зарабатывает, просто поддерживайте его, поднимайтесь с нуля. Это все это все такая хуйня. 2 раза на себе я это все испытала. Первый раз, когда мой отец моих 2 детей, когда у нас все пошло по одному месту, он просто решил, что, ну, как бы, извините, окей, до свидания, я не буду помогать детям, это не мои дети. То есть, ну, я его лишила родительских прав из-за этого. Вот, алиментов, естественно, никаких нет. И вторая, блядь, ситуация, мой второй муж, с которым мы поднимались с нуля, просто с нуля. И просто человек хочет быть один, наслаждаться вот этой вот женской молодостью, которая вокруг. К сожалению, я уже не так молода и хороша. Но самое обидное то, что вот я жила в надеждах о том, что у нас будет дом, у нас будет все. Почему женщины такие существа, почему мы не можем просто думать о каком-то там, извините, конечно, за мать, почему мы не можем думать о реализации там своего будущего и так далее, мы думаем просто о семье, а семья на самом деле кроме нас никому и не нужна, дом кроме нас никому не нужен. И я сейчас просто жив там, блин, 10 лет с одним, 8 лет с другим.
Я просто понимаю, что я вместо того, чтобы там строить какую-то свою карьеру, которая у меня была, у меня были там заработки свои хорошие в перманентном макияже, я просто на что-то надеялась и ничего не строила. Я просто хочу сказать о том, что для своей аудитории, для своих подписчиков я, наверное, ухожу из перманента. Я просто искать клиентов в Москве, это так сложно. Я просто не знаю, что я буду дальше делать. Ну да, ситуация такая себе, конечно. Ну, то, что первый именно отец двоих детей соскочил и вообще никак не помогает детям, ну это печально, конечно. Да, ладно, там даже если они там на жестком расстоянии, хоть они за 3000 километров. Ладно, если у него не получается приезжать там хотя бы раз в месяц, хотя бы раз в 2 месяца до них, да, там, ну как-то, ну, блин, финансами или что-то, просто дети-то... Ну что, дети, ну, если уже сделали, как-то ж надо их выращивать. Если вы оба хотели, если это там не по какому-то залету, ну, блин, ну, а по залету надо просто резиной пользоваться, да и вообще, в общем, как-то аккуратнее к этому относиться. Думать должна, как некоторые, я знаю, что некоторые мужчины считают, что должна об этом думать там женщина, девушка, о предохранении и всем остальном. Да не, в моем понимании, в любом случае ответственность ляжет потом на меня. Могут мне потом на меня это все накинуть в легкую. Сейчас такое, ну, законы у нас все для, как правило, для женщин, девушек, да, в плане таком семейном кодексе. Поэтому тут о своей заднице, как говорится, надо думать наперед, прежде чем детей делаешь. Надо прям понимать, с кем, зачем и почему, да и вообще, в общем. А если уже и сделали, и потом получился разлад, ну, как-то... Ну, это, опять же, я просто выражаю мое мнение. Понятно, что могут кто-то быть согласен, не согласен, это нормальная история. Мы все люди разные, не может быть с твоим мнением, чтобы все прям, вся планета согласилась. Но нет, конечно. Ну, а второй тип, да, просто взял ее с 2 прицепами, пожил, ну, 8 лет, это он жестко терпел с 2 прицепами, ну, значит, поначалу было все норм. И потом он через 8 лет, не знаю, может быть, видео понасмотрелся тоже. Может быть, он просто осознал, что, блин, я хочу просто жить спокойно один. Нафиг мне вот эти вот все дети, вся вот эта суета. Ну, не мои дети, да, вот эта вся суета. Прыгать с этим пирожочком, то еще увлечение. Сначала его нужно одеть. Тут она решила выйти раньше времени, не по команде. Я причем 5 раз говорил. Зеленый свет выключается, смотришь на меня, киваешь, выходишь. Она только встала в обрез двери и сразу вышла. Мне пришлось сразу за ней выходить. Любимое ее место приземления, это вот край поля, там, где вот трава растет, вот там вот. Я же говорю, Вера любит вот эти кусты. Вон аэродром. Надо идти за ней, вытаскивать ее с этой травы. Потом мы потеряли перчатку. Я ее нашел. Парашют надо распутать, уложить. Она купила новый шлем, который не может открыть. Не, ну и при этом ему вроде бы вся эта ситуация нравится. Бегать, то перчатки искать, то шлема, то там это. Ну, полностью вот так вот. То есть он обслуживает неплохо свою любимку там, да. Как он там, как подобие этого, что-то он там сказал. Короче, такое, да. Учимся быть сукой, которая получает все блага этого мира и ее хотят. День 2. Стань бесполезной для мужчин. Примерно как мой Йорик. У тебя большое искажение реальности. Если я буду полезной, то стану незаменимой, он будет мне благодарен и никогда от меня не уйдет. И вот на этом убеждении рождаются мамочки и женщины, давалки, стиралки, готовки, убиралки. Зай, алло, ты полезна даже своим присутствием. У тебя хорошая аура. Ну и подписывайся, если хочешь больше советов. Да, вот и нафиг бы такую советчицу. Фигню несет, но я понимаю, у нее такой образ, она выбрала такой контент, его, видимо, смотрят хорошо, лайкают, алгоритмы продвигают, но вот она и несет эту фигню. Но если она действительно и убеждена, и в жизни такую фигню применяет, это, конечно, жестко. Надо вообще, у кого есть жены, просто там, если встречаются с девушками, с женщинами, надо ограждать от такого контента. Это уж точно. Это да. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите свое мнение в комментариях и всем пока.